потому что, соперницы были всегда. Между женщинами конкуренция была всегда, и, наверное, всегда пользовались спросом такие ритуалы и вообще любые средства для того, чтобы победить разлучницу, злодейку, соперницу. Но специально эту паузу держу, потому что я говорю самое главное, и нужно будет типа тикер или какую-то плашку. Здравствуйте, дорогие зрители! Разлучница, соперница, злодейка. Как только мы не называем эту женщину. Женское соперничество в любви – тема вечная и всегда актуальная. Надеюсь, вы понимаете, что слово извести соперницу в названии видео я использую только как метафору. На самом деле мы с вами никого со свету сживать не будем. Я хочу только предложить вам простой, старый и очень действенный ритуал, который поможет вам победить соперницу, который поможет ослабить внимание вашего любимого человека к другой женщине. Возможно, ваш ритуал поссорит вашего мужчину с вашей соперницей, и в конечном итоге разведет. Ольга, то есть я понимаю, что если я сделаю этот ритуал, то мой молодой человек будет со мной? Да, возможно. Возможно, для вас, Ева, ритуал сработает именно так. И внимание молодого человека переключится с вашей соперницы на вас, и вы будете вместе. Мы очень рассчитываем именно на такой результат для вас. Однако по умолчанию на 100% вот именно такого результата гарантировать нельзя. Потому что у них своя история, а у вас своя. И ваши отношения с мужчиной могут не складываться по другим причинам. Не обязательно это происходит из-за присутствия какой-то злодейки, соперницы. А для того, чтобы соединить вас уже с молодым человеком, есть другой ритуал, даже несколько. Возможно, мы позже когда-то об этом тоже поговорим. Ритуал действительно старый, простой и очень эффективный. Ритуал состоит для вас, дорогие зрители, для Евы тоже, из двух частей. У вас будет два задания. И первое задание: вам нужно испечь пирог. Например, вот такой пирог. Вы видите, что я его не пекла. Я этот пирог купила в магазине. Почему не пекла? Потому что я никакого ритуала сейчас не совершаю. У меня нет задачи победить соперницу, правда? У меня по известным, надеюсь, причинам соперницы давно нет. И потом я не хочу зажигать духовку в жару. Но вот вам пирог нужно будет все-таки испечь весь целиком от начала и до конца. А купить пирог я не могу. Нужно обязательно печь. Нет, возможно, вы обойдетесь тоже купленным пирогом. Это вполне допустимо, но здесь смотрите по себе. Дело в том, что всякий раз, прибегая к магическим ритуалам, к магии вообще, вы пытаетесь как бы расшатать такие тяжелые пласты серьезной магической энергии. И чем больше вы энергетически ресурсами своими потратитесь на совершение ритуала, тем ритуал будет эффективнее и надежнее сработает. Многое зависит от вашей личной силы. Если у вас есть опыт в магии, если вы ощущаете себя просто магом в этой жизни, если у вас легко сбываются желания, если вы видите вещи и сны, вполне возможно, что вам хватит купленного пирога. А вот среднестатистической девушке, не ведьме, я настоятельно рекомендую пирог все-таки испечь. Причем пирог лучше печь сложный для вас. А какой это должен быть пирог? То есть какой-то определенный?
Или... Нет, ритуальный пирог может быть любым. Это может быть сладкий пирог какой-то с начинкой из ягод. Это может быть соленый пирог, например, мой любимый с капустой и рыбой. Ориентируйтесь на свои кулинарные возможности. Есть несколько условий. Первое. Пирог это должен быть действительно сложным для вас. Может быть, даже дорогим по деньгам. То есть ваша задача потратить ресурсы. Время, душевные силы, деньги. И вот чем больше вы всего этого потратите, тем легче можете рассчитывать на результат. Поэтому я предлагаю пирог печь, например, в 3 дня. В первый день вы выбираете рецепт, определяетесь, какой у вас будет этот ритуальный пирог. Во второй день покупаете в магазине продукты, долго их выбираете, качественные. Можно даже, мне кажется, сходить в какой-то магазин, который далеко, да, вот особенный магазин. Потому что совершение магического ритуала – это все-таки дело очень осознанное. Вы должны понимать, что вот вы идете покупать продукты именно для этого пирога, именно с этой целью. То есть не нужно покупать там муку, яйца и, не знаю, изюм для этого пирога походя. Вот вы зашли в гастроном, взяли огурцов маме на салат и заодно купили. Нет, поход в магазин должен быть тоже такой, ну, знаете, специальный, потому что ритуал начинается уже на этой стадии, когда вы выбираете рецепт, определяетесь с видом пирога, когда вы покупаете продукты. Это уже ритуал. Печете пирог в течение 3 дней. Ну, хорошо, можете обойтись одним днем, если вам срочно. Есть несколько условий, несколько требований к этому пирогу. Первое условие: пирог должен получиться съедобным. Это важно, это обязательно, потому что его будут есть люди. Будут люди, но об этом позже, которым пирог это должен понравиться. Ваша задача, чтобы его съели, и съели без остатка. Поэтому нужно будет постараться. Самое главное и самое, мне кажется, сложное: в процессе приготовления вы не должны этот пирог пробовать. Совсем ничего, ни теста, ни начинку. Вы не должны ни крошки съесть от этого пирога. Ни в самом начале, ни когда он уже у вас готов. Нужен ли какой-то наговор или специальные слова? В процессе приготовления пирога вы имеете в виду? Я думаю, что нет. Хотя в оригинальной версии, конечно, это все присутствует. Если делать этот ритуал по самым древним, как бы исконным правилам, то там все есть, и нужные слова, но мы этих слов не знаем. Мы можем прочитать их только в интернете, но есть риск все перепутать и сделать только хуже. Поэтому я не советую, что чего-то специального говорить или даже думать в это время. Ольга, а это должен быть какой-то определенный день, года, месяца, что-то специальное? Нет, это может быть любой день. В любом случае выбирайте удобное время, удобный день для вас. Ритуал все равно сработает, цели вы свои достигнете. Но известно, что в календаре, в календарном году есть дни особой силы. Это переломные моменты. В календаре астрономические, астрологические переломные моменты. Это дни солнцестояний, дни равноденствий, это дни затмений солнечных и лунных, это день полнолуния и новолуния, а также это дни крупных народных или церковных праздников. Ольга, а вы знаете историю этого ритуала? Ну, мне кажется, историю любого магического ритуала до конца не знает никто. Это все под толщей времени, это все зарыто в истории. Но отчасти знаю, да. Я знаю, откуда этот ритуал произошел. Этот ритуал точно с Балкан. Почти точно он из Болгарии. И считается так, что
с давних пор колдуны в Болгарии использовали этот ритуал, вернее, колдуньи скорее, да, потому что ритуал все-таки женский. Женщины, колдуньи использовали, или обычные женщины, делали этот ритуал, чтобы победить соперницу. Ева, обратите внимание, ведь в оригинальной версии ритуал совсем другой. Он намного сложнее. Я сегодня предлагаю вам и своим зрителям очень облегченную, очень сокращенную версию ритуала. Ну, почему? Потому что люди мы другие, времена другие, да, мы очень быстро живем сейчас, и, в общем, легко живем, и не любим особо затрачиваться на что бы то ни было. А ведь в оригинальной версии женщина, которая хочет победить соперницу, пекла не один пирог, а пекла несколько пирогов. Более того, она готовила целый стол. Большой, дорогой, праздничный стол. Там были и блюда из мяса, те же пироги, несколько штук. Там были, ну, может быть, соленья, напитки. И она приглашала гостей и терпеливо ждала, когда гости все съедят, когда гости съедят все ее ритуальные блюда. И надо понимать, что, это мои догадки, что вот такое застолье за большим столом могло длиться и не один день, да, 3 дня, например. А женщина ведь с этого стола ничего сама не ела и не пила. В этом же смысл ритуал. То есть это основное требование в этой истории. И женщина голодала все 3 дня, например. Ну, сколько длилось застолье. Она не прикасалась, она ни крошки хлеба даже, ни глотка воды не брала с этого стола. То есть практически она ради того, чтобы победить соперницу, совершала такой, ну, не знаю, по нашим меркам, бытовой подвиг. Ритуал действительно интересный, и он действительно старый, он описан в нескольких источниках, ну, немножко видоизмененный, допустим. Да, и, кстати, вот в оригинальной версии ритуала действительно присутствовали те самые заклинания, те самые волшебные слова, может быть, какие-то молитвы. Мы их не знаем. Наверняка можно найти, но мы сейчас обходимся без этого, чтобы не перепутать. Итак, вы испекли пирог. Допустим, что пирог у вас получился, вы сделали все правильно. Не пробовали ни тесто, ни начинку, не прикасались к пирогу. И вот он у вас готов. И здесь задание номер 2. Вы должны этот пирог кому-то скормить. Вы должны найти людей, которые ваш ритуальный пирог съедят. Люди могут быть разные. Это ваши друзья, которых вы позовете в гости. Это, может быть, ваши коллеги на работе. Ваша задача угостить пирогом кого-то. Это может быть один человек, например, который осилит целый пирог. Ну, чаще это все-таки компания, набор людей. Они должны съесть ваш ритуальный пирог весь без остатка. Это важно, потому что выбрасывать ничего нельзя. А люди, которым я буду давать этот пирог, они должны знать, что он ритуальный или какой-то магический? Это хороший вопрос. Я думаю, нет. Это не имеет принципиального значения, но людей не нужно смущать. Я думаю, что найдутся такие персонажи, которых вот это смутит. Ну, есть ритуальный пирог, которые побоятся это делать. Тем более, что никакого вреда ваш ритуальный пирог вашим гостям или вашим коллегам не принесет. Это посторонние люди, энергетически с вами не связанные, поэтому, ну, принесет разве что вред фигуре, как любой пирог. Важно, для второй части ритуала крайне важно, чтобы вы сами ваш ритуальный пирог не ели ни в коем случае. Мы договорились его не пробовать,
когда вы готовите, тем более готовый пирог, вам не нужно есть. То есть для вас останется загадкой, удался пирог или нет, и какой он был на вкус. Ольга, а может ли этот ритуал вообще не сработать? Бывают же такие случаи, когда магия бессильна. Да, такие случаи бывают. Магия бессильна, когда есть другая магия, когда вас уже опередили, когда ваша соперница уже испекла ритуальный пирог и все сделала. Может быть, использовала какие-то другие магические ритуалы. Дело в том, что вообще в занятиях магией действует такой обидный принцип. Выигрывает почти всегда, как в шахматах, тот, кто начинает. А насколько вообще опасно прибегать к магии, печь такие пироги и вообще заниматься каким-то таким колдовством обычному человеку? Ну, да, должна сказать, что достаточно опасно. Магия – это дело необычное для обычных людей, необычное дело. Магия – это все-таки способ решения рациональных проблем нерациональными средствами. И самая главная опасность в использовании магии в том, что нет пути назад. То есть как только вы переступаете этот порог, эту черту, вы оказываетесь например, совершении вот такого ритуала, вы оказываетесь как бы в ином энергетическом поле. И это поле воздействует точно так же на вас. Вы сами становитесь более уязвимы для чужих магических воздействий. Поэтому я, конечно, предлагаю много раз подумать вам, насколько вам нужен этот ритуал, насколько вы действительно хотите победить соперницу, потому что ритуал простой, но на самом деле все серьезно. Возможно, я для этого вам и рекомендую печь пирог целых 3 дня. Я даю вам шанс передумать. Вполне возможно, что по дороге в какой-то дальний магазин вы решите, что и молодой человек не так уж вам нужен, да? И соперница не такая уж и сильная и злая, и вы, может быть, обойдетесь, просто победите ее обаянием, умом, красотой, любовью, в конце концов. То есть тем, чем вообще-то и положено в любви, одерживать победы. А как вообще защитить себя от магического воздействия? И возможно ли это, да? Вы это хотите узнать? Безусловно, возможно. От магии, в том числе и собственной, защититься можно для того, чтобы не так много вам лично вреда принесло совершение конкретно этого ритуала, например, или любого другого. Вы должны в течение 7 или 10 дней, пока ритуал работает, он должен сработать за это время, и когда ритуал работает с особой силой, то есть новый, свежесделанный ритуал, свежая магия, вы должны соблюдать пост. Вы знаете, что-то вроде поста. Вам лучше ограничить себя в своих таких обычных приятных занятиях. Нужно ограничить себя в еде, то есть отказаться от слишком вкусного, жирного, сладкого, исключить мороженое, например. И поменьше посещать увеселительные мероприятия какие-то, поменьше болтать с подружками по телефону. То есть, знаете, такой что-то похожее на пост, который мы иногда держим, потому что этого требует традиции. И это хорошо работает. Почему? Здесь техника очень простая, потому что, когда вы поститесь, вы очищаете тем самым свои тонкие тела. И ваши тонкие тела, такие чистенькие, срабатывают для вас как защитный костюм. Знаете, как костюм для химзащиты. И это не дает магии чужой или вашей собственной, как-то особенно вам навредить, как-то проникнуть, пробраться к вам поближе. Итак, друзья, я надеюсь, что вам видео понравилось. Я надеюсь, что мой ритуал
Не мой, конечно. Ритуал с пирогом тоже вам понравился и вас впечатлил, но хочу вас предупредить, что любые магические действия вы всегда совершаете на свой страх и риск. Магия – это крайнее средство, последнее средство, к которому вы можете не прибегать, когда исчерпаны средства все остальные. Но если вы все-таки сделаете мой ритуал, соберетесь сделать его, я желаю вам в этом непростом деле удачи. Я рада всех вас видеть. Если вы новый зритель, пожалуйста, подписывайтесь на канал и увидимся. Нормально пойдет как материал? Потому что второй раз я не запишу, я актер одного дубля.